Sen zafer olmak istiyorsun. Neden biliyor musun? Çünkü sen bir hiçsin. Senin kimsen yok. Senin bir ailen yok. Var lan! Var! Benim bir ailem var. Benim bir anam var. Benim bir kız kardeşim var ve ben onları bu dünyadaki her şeyden daha fazla seviyorum. Gerekirse onlar için canımı veririm. Verdim de işte o yüzden buradayım. Zafer mafer olmak istemiyorum. Ulan ben sadece Timur olmak istedim be. Anladınız mı? Sadece Timur olmak istedim. Duydun mu? Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео. Что произойдет, когда Зульфикар Бей и его сын Зафер вступят в конфронтацию? Ревнует ли Зафер Тимура, которого он заменил ему отцом? Не расстраивается ли он из-за того, что Зульфикар Бей остается непреклонным, в то время как положение Зафера расстраивает всю его семью? Расскажет ли Тимур перед всей семьей, что Зульфикар Бей заставил его стать Зафером? Что сделает Рейхан, когда узнает, что Тимур здесь по необходимости, а не ради денег? Как Тимур отреагирует на слова Зафера, сказанные Тимуру? Ударит ли Зафер Тимура? Оправдает ли Тимур действия Зафера и подружится ли с ним? Сможет ли Дерья держаться подальше от Зафера? Понял ли капитан Яхья, что Тимур не настоящий Зафер? Когда Тимур возьмет на себя управление делами Зульфикар Бея под именем Зафера, сможет ли он остановить коррупционные махинации капитана Яхьи? Это противостояние станет одним из самых острых и душераздирающих моментов во всей истории. Для Зафера, который годами жил как пленник даже в собственном доме, он будет еще больше опустошен, когда увидит доверие отца к Тимуру. В его глазах отец всегда был силен, как гора, но он также отбрасывал на него самую большую тень. Зафер, который никогда не рос в этой тени, не делал ни шагу вперед, и теперь, видя, что его заменил кто-то другой, почувствует, будто у него отняли последние остатки гордости. Для него эта ситуация станет не только предметом зависти, но и вопросом о самом его существовании. Мысль «я столько лет жертвовал своей жизнью в этом доме, но все равно был недостаточен в твоих глазах» станет стержнем противостояния. Когда он посмотрит на Зульфикар Бея, то увидит на его лице холодное выражение. Возможно, под этим выражением лица проявится сожаление, печаль и обида, но Зульфикар Бей никогда этого не покажет. В его природе скрывать свои чувства, маскировать боль под гнев. Поэтому, даже увидев сына разбитым, он не покажет этого. Его резкость не будет означать «я не расстроен», а скорее попыткой сдержать внутреннее смятение. Но Зафер этого не увидит. В глазах Зафера резкость отца будет свидетельством недостатка любви. Это приведет к конфронтации между отцом и сыном, конфронтации, о которой не говорили годами. Ревность и гнев Зафера к Тимуру выплеснутся наружу. Каждый раз он будет поворачиваться к Тимуру и резко огрызаться, словно говоря «ты меня не заменишь». Каждое его слово будет наполнено унижением и презрением. Тимур же будет терпеливо ждать, пытаясь противостоять гневу Зафера. Поначалу он будет стараться понять свои раны и признать всю серьезность своего положения. Но когда разговор перейдет от слов к оскорблениям и угрозам, взгляд Тимура станет суровее. Другими словами, она молча передаст Заферу: «Я тебе не враг, но если ты продолжишь быть моим врагом, я не остановлюсь». Если Зафер поднимет руку и нанесет удар, Тимур отразит его, но не ответит. Его цель не драка, а сохранение равновесия. Тем не менее, эта сцена заставит зрителей биться чаще. Рейхан, однако, будет среди тех, чье сердце будет биться быстрее всего в этом противостоянии. Теперь она начнет понимать, что Тимур здесь не ради денег, а по необходимости. Это осознание изменит для нее все. Доверие и любовь, которые уже начали расцветать в ней, станут еще крепче. Глаза Рейхан отразят ее веру в Тимура. В ней возникнет мысль: он тоже пленник судьбы, как и мы. Эта мысль укрепит преданность Рейхан Тимуру. Хотя она хочет отстраниться, ее сердце сопротивляется. Что касается Дерьи, все будет развиваться иначе. Гнев, уязвимость и одиночество Зафера вселят в нее страх и жалость. Он не может оставаться равнодушным к ее ране, но также знает, что должен держаться от нее подальше. И все же темное очарование Зафера привлечет Дерью к нему.
Эта связь разожжет еще более сильный огонь в будущем. Однако подозрения капитана Яхи будут маячить на заднем плане, словно все возрастающая тень. Он уже человек, обращающий внимание даже на мельчайшие детали. Возможно, ему не удастся доказать, что Тимур не Зафер, но различия в его поведении, тонкость взгляда на Рейхан и даже тон его речи станут маяками в сознании Яхи. Особенно, когда Тимур возьмет на себя управление бизнесом Зульфикар Бея и начнет пресекать коррупционные схемы, которые Яхья тайно вел годами, подозрения Яхи почти станут реальностью. Ведь никто никогда не вмешивался в его дела, и вдруг перед ним появляется Зафер, разрушая всю его систему. Это еще больше укрепит Яхию в мысли, значит, это не наш Зафер. На самом деле, величайшая битва Тимура будет разворачиваться не только из-за ревности Зафера или суровости Зульфикар Бея. Его битва будет разворачиваться между подозрением, обидой и гневом в глазах каждого из них. Он попытается взять на себя бремя всех одновременно, но как долго это продлится, неизвестно. Ведь в любой момент тайна может раскрыться, и одно единственное слово может все разрушить. В конечном счете, это противостояние не просто выяснение отношений между отцом и сыном, это поворотный момент, который определит будущее всего особняка. Молчание Зульфикар Бея еще больше ранит сына, неспособность Зафера сдержать гнев, терпение Тимура и его стремление скрыть свою личность, расцветающая любовь в сердце Рейхан, неспособность Тирии держаться в стороне и подозрения Яхья. Все это в совокупности сделает атмосферу в особняке необратимо тяжелой. Что бы ни случилось дальше, ничто уже не будет прежним. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. Пока.